Добрый вечер, уважаемые любители кино. Это канал «Вечерний Шуберт». И мы сегодня начинаем новую рубрику кинопанорама, камерная панорама. И теперь у нас по вторникам в гостях будут легендарные кинокамеры прошлого. Я и раньше рассказывал много о кинокамерах, тестировал оптику, кинопленки, восстанавливали всевозможную ретро-технику, но теперь мы постараемся более серьезно. Конечно, без такого юношеского задора, как раньше. Камера моей мечты, Но теперь более серьезно, более детально мы поговорим не только об устройстве или конструкции каких-то кинокамер, но и о том, как приход той или иной кинотехники повлиял на развитие отечественного и мирового кинематографа. Итак, сегодня в нашей камерной панораме кинокамера Кинор модель 35N 9 КСН. Может показаться странным, потому что вот эта кинокамера, это уже, наверное, последнее, что Советский Союз создал из кинотехники. То есть она была на излете советской эпохи. Поэтому наша панорама получится в обратную сторону, то есть начнем с последних разработок советского кинопрома и потихонечку будем двигаться к истокам кино. Как, наверное, в «Звездных войнах». Сделаем сначала сиквел, приквел и как-то там еще называется. Итак, Кинор модель 9 КСН. Это синхронная кинокамера, позволяющая снимать на 35-миллиметровую кинопленку. Значит, широкоэкранные, обычные фильмы обычного формата. И, наверное, она является, скажем так, венцом советской киномысли, которая ее породила. Но давайте, для того, чтобы разобраться в этой камере, в ее преимуществах, просто вернемся на больше, чем 30 лет назад, на 35 лет, наверное, назад. Что же творилось в начале-середине 80-х годов, какая была ситуация с киноаппаратурой. Значит, во всем мире давно уже были созданы компактные кинокамеры, относительно компактные, так можно сказать, примерно такого же размера, которые позволяли вести синхронную съемку без какого-либо шума, то есть либо с минимальным шумом и в достаточно широких условиях. Это были кинокамеры Арифлекс модели BL, во всем мире использовались 16-миллиметровые кинокамеры SR2 и другие, то есть Атона, Эклеры, то есть более тихие. Что же было в Советском Союзе? В Советском Союзе такой техники не было. Если мы хотели снять синхронную съемку, то есть не просто даже художественного фильма, а даже документального кино или интервью, вот вроде того, что я говорю вам сейчас, потребовалось бы тащить огромную кинокамеру, совершенно огромную кинокамеру типа «Дружба» или «Москва», которая весила под 100 килограмм, и требовалось несколько человек, чтобы ее просто со штативом перенести с места на место. И к тому же еще заранее требовалось ее возможности подключиться к трехфазной сети переменного тока, так как мотор работал от сети переменного трехфазного тока. То есть вот такие были трудности. Магнитофон был отдельно, кинокамера была в огромном звукозаглушающем боксе и позволяла записывать чистую синхронную фонограмму. Так были сняты большинство советских художественных фильмов. В документальном кино требовалась большая мобильность, тем более активно развивалось телевидение, уже была в то время кассетная видеозапись. Такие носители, как Betacam, использовались во всем мире, то есть переносными ТЖК комплектами камкордеров. И прогресс, конечно, требовал появления какой-то более легкой мобильной камеры, которой можно было снимать в самых различных условиях кино со звуком. Значит, у нас такой аппаратуры не было, были тяжелые камеры, как уже говорилось, «Дружба» и прочее. Да, к тому же времени уже появились конвасы, то есть небольшие кинокамеры с синхронным мотором, позволяющие вести синхронную съемку, то есть вместе со звуком. Но эти кинокамеры были очень шумными. Мы можем сейчас включить этот конвас, вы можете послушать. То есть, возможно ли было записать какой-то звук, тем более чистовой, или нет, с этой камерой. Вот смотрите, запускаем. То есть, ну, вот это без пленки еще, без перфорации. То есть, камера звучит как трактор практически. Это вот один из самых новых конвасов.
И к тому же он вмещал всего конвас порядка 60 метров кинопленки или там 120 метров, то есть это не более 2-5 минут. Вот такие были объемы. То есть для того, чтобы снимать какие-то долгие интервью, диалоги или монологи или что-то подобное, сцены долгие в художественном кино, конвасы, конечно, не годились. Они и были предназначены для кинохроники. К тому же в них не было контгрейфера, который стабилизировал бы постоянно качание вот этого вот кадра. И поэтому для каких-то серьезных сцен эти конвасы не годились, только для подсъемок. Вот. Поэтому, конечно, стал вопрос перед нашей промышленностью о создании мобильной синхронной кинокамеры. И вот в 1984 году появилась кинокамера, вышла в свет кинокамера Кинор, модель 5 КСМ, предшественница вот этой модели. Ну, камера была более громоздкая, не модульная, и как-то она не прижилась, так как хоть она и обеспечивала уровень шума 28 дБ, но этого было все равно недостаточно, поэтому при возможности люди использовали, которые имели к этому доступ, кинокамеры Arriflex BL. Ну, это были, как правило, московские кинематографисты на киностудиях художественных фильмов, вроде Михалкова и других, так сказать, особ, приближенных к императорам. На региональных, скажем, киностудиях и студиях документальных фильмов такой возможности, как правило, не было использовать такие камеры. Поэтому киноры эти все-таки переходили использовать с документалистами, но они были все-таки немного тяжелы для них. И вот в 1986 году, наконец-то, вышла вот такая модель Кинора 9 КСМ. Если мы посмотрим, на самом деле это не оригинальная, конечно, советская разработка. Далеко даже. При ближайшем даже осмотре видно, что это копия, хорошо слизанная австрийской кинокамеры, которая называлась Movicam. То есть, да, перебрали, компоновку использовали, ну, установили нашу элементарную базу и технику. Получился вот такой Кинор. Вот это сейчас камера в минимальной комплектации, предназначенная для съемки с плеча. Модель КСМ — это киносъемочный наплечный означает модель. То есть, если как КСР Конвас, да, это камера, киноаппарат ручной, эта кинокамера предполагала установку на плечо. Вот. И оператор мог с поворотным видоискателем, это был очень прорывной к тому времени в советских кинокамерах прибор, позволяющий снимать и снизу, с нижнего ракурса, скажем вот так, и с верхнего, поднимая камеру на штативе, например, то есть из плеча, позволяло, то есть, вращаться и наблюдать всегда прямое хорошее изображение. Вот был follow focus, рукоятка пуска. Если мы сейчас ее подключим, вы услышите, какой у нее был на тот момент уровень шума. То есть при таких размерах камера позволяла снимать уже 5 минут. Вот на такую кассету и на большую кассету, которую мы сейчас поставим, она позволяла снимать 10 минут. То есть там было 300 метров кинопленки. Вот питание камеры осуществляется от подобных устройств, как на конвасе. То есть блок питания на никель-кадмиевых аккумуляторах. Ну, там было 16 вольт, а не 12, в отличие от конваса, потому что камера требовала уже протяжки больших рулонов пленки, больших механизмов. И вот если мы сейчас послушаем, включим эту камеру, вот как она звучит, этот Кинор. Уже с кинопленкой, заряженной пленкой. Вот. Видите? То есть тишина и красота. Конечно, это 32 дБ уровень допустимый на этой был камере. У Arriflex'ов, конечно, уже был 28. Это был стандарт. Но, тем не менее, если ее еще накрыть каким-то кофром звукозаглушающим, то она позволяла ввести съемки практически бесшумно в помещении. На натуре вообще не было слышно звука. И, конечно, эти камеры полюбились в первую очередь кинодокументалисты. Кинодокументалисты получили в свои руки хорошее оружие, то есть аппаратуру, позволяющую снимать на ходу, с плеча, с небольшого штатива, быстро ее менять и при этом записывать чистовую синхронную фонограмму, к тому же не болтающейся, с абсолютно стабильной картинкой. Если вы посмотрите механизм аппаратуры, вот сейчас на засвеченной пленке видно, как она заряжается. Вот механизм. Грейфер, конгрейфер, который подхватывает
который входит в перфорацию и зажимает пленку, то есть все. Очень прецизионно и хорошо. Закрывается таким небольшим звукопоглощающим покрытием. Вот кассета на 150 метров пленки. В ней находится электронная подмотка, которая подматывает ее сама. И мы видим, как она идет. То есть везде есть датчики, которые электроника останавливает в нужный момент, подруливают. Обтюратор закрывается всегда в положении визирования, если посмотреть. И как бы камера была для того времени очень сильно автоматизирована. И главный ее принцип — это модульность. Потому что можно было установить большие кассеты на 300 метров, всевозможную оптику, она комплектовалась. Оптика от трансфокатора, да, там 18, ОПФ-18 от 20 до 120 миллиметров, и с дискретной оптикой, там буквально до 1000 миллиметрового можно было устанавливать объектива. И аноморфотной оптикой, при этом аноморфотный видоискатель тоже мог быть легко сменен, установлен, то есть дезаноморфирующий. И камера, конечно, позволяла устанавливать всевозможные аксессуары, даже телевизионную систему визирования. То есть сюда ставился блок, в который была полупрозрачная призма, часть света попадала в видоискатель, ее видел оператор, а часть света на фотоприемник электронно-лучевой трубки, то есть видикона, или как она называлась, оптикона, который преобразовывал в черно-белый видеосигнал это изображение и передавал режиссеру на пульт, который мог его смотреть на мониторе, либо записывать, вести параллельную видеозапись на магнитофон. Но это устройство было очень громоздким, так как это была не матрица, а электронно-лучевая трубка, и этот телеконтроль не прижился. В Новосибирске таких не было блоков контроля. Да? Они и не нужны были, так как постоянно съемки были в полевых условиях, где оператор как бы сам решал за себя, без всякого режиссера, без команды вел съемку. То есть, ну, это было удобно. То есть герой фильмов даже не слышал, то есть как что его снимают благодаря таким камерам. Как страшно все, как дико. Дай мне руку, товарищ друг. Забудемся опять. 1912 год. Русская душа живет воспоминаниями, а Россия только будущим. Вот и все. Приход этой камеры как раз был воспринят очень хорошо документалистами, и документальное кино вышло на новый уровень. То есть оно приблизилось к прямой съемке действительности. Если раньше, скажем, это было доступно только телевидению с какими-то видеозаписью, то в советском кино появилась возможность снимать на 35-миллиметровую пленку уже в фильмах больших, снимать эпизоды, которые были непрерывным потоком жизни, то есть приближались к нему. Можно было снимать порядка 10 минут, синхронно, чисто, то есть с хорошим звуком. И вот наше сибирское документальное кино на этом воспряло. Как раз его расцвет пришелся на конец 80-х, 90-е годы, начало даже нулевых, когда эти кинокамеры у нас активно использовались. И режиссеры, такие как Валерий Соломин, Юрий Шиллер, Владимир Эйснер, применяли вместе с операторами своими, применяли эти камеры для съемки документальных фильмов. И как раз эти фильмы наибольшее количество призов получили, и, были не постановочными, а именно очень близко похожими к жизни. Тем не менее, были сняты на кинопленку. Ну что ты там? Да из-за деда голову ударила. Деда не может никак толком, чтобы не... Я не лез, она сама у меня, я он помирить хотел. Ага. Все, тихо. Толкнулся. Ну ладно, все тихо, тихо. Слушай, Саша, ты все равно. Сколько бабник, сколько бабник, а он такой же, как и все, как и я. Посмотри на, и сам порой бывает, завидую ему, а это точно знаю, я знаю посему, ведь я по сам женат. Какой голосой,
Это, конечно, было и мастерство, конечно, операторов и режиссеров экономно использовать пленку, снимать только тогда, когда они чувствовали, что герой начинал что-то говорить нужно или действовать как-то. Но и в то же время заслуга аппаратуры, которая была, в принципе, надежной и отвечала основным требованиям.